Магия всегда творится через обряд. Трудно представить магию вне обрядовой деятельности. Ритуал или обряд – это совокупность символических действий, которые ведут к какому-то объективному результату. Маг на алтаре втыкает иголочку в голову восковой куколки и в то же время в тонком состоянии проводит определенные мысли человеку, с которым он эту куколку ассоциирует. Это так называемая симпатическая магия, древнейшая из форм магического искусства. И даже если отойти в сторону от простой и отчасти наивной деревенской магии и обратиться к классическому западному церемониалу, который замешан на кабале и сложен для понимания, там ведь мы тоже имеем дело с метафорой. Маг кладет на алтарь некие предметы, которые символически отождествляются с той или иной планетой и присущим ей силами. Маг совершает некие действия и тем самым низводит планетарные силы на свой алтарь, свое тело, свое сознание, в реальность, которая его окружает. Слово «обряд» похоже на слово «порядок». Обряд – это приведение в порядок, необходимый вам вариант порядка, хаоса, в котором мы существуем. И это очень важно. Из этимологического значения слова «обряд» можно сделать вывод о главном философском смысле проведения обряда. Есть окружающий нас хаос, в этом хаосе заложены миллиарды возможных вариантов развития ситуации. Будущее многовариантно, но вам необходимо выбрать только одну дорожку, самую для вас оптимальную, ту, которая приведет вас к счастью. И с помощью ритуала мы выбираем из миллиарда возможных вариантов группу конкретных схем, по которым реальность начнет воплощаться. Чем грамотнее проведен и составлен обряд, тем уже спектр вариантов, которые мы получаем на выходе. Идеальный обряд, когда мы заказали один вариант и его же получили. Но, как правило, в реальности мы все-таки задаем спектр, а не конкретное решение. Например, мы делаем ритуал на повышение благосостояния, а дальше вожделенные денежки могут прийти в нашу жизнь разными способами. Или мы делаем приворот на конкретного человека, а дальше, в зависимости от состояния его психики, его привязанность к нам может выражаться также разными способами. Обряд – это всегда выполнение каких-то действий с произнесением особенных слов. По сути, это внешнее выражение главных слонов, на которых стоит магия – веры, воли и воображения. В деревенской магии есть обряды сугубо магические, а есть обряды, выражающие набор суеверных действий. Например, в рукописном тексте XVII века, составленном царем Алексеем Михайловичем, был целый перечень вот таких народных суеверий, которые следовало осуждать. Среди них были вполне невинные деяния: игра в жмурки, рождественские маскарады, когда лица мазали сажей. Царю казалось, что это чертовщина какая-то, с черными лицами бегать, даже если в том нет никакого религиозного подтекста. Игра в шахматы или кости. Изучение линий на своих или чужих ладонях. Также в этом документе осуждалась вера в приметы и даже мытье в бане с использованием трав. Но обряды никуда не девались. Помимо сугубо колдовских ритуалов, на Руси существовали обряды, без которых не обходилась жизнь ни одной деревни. Например, обходные обряды, когда во время праздника надо было зайти в каждый дом с угощениями и пожеланиями удачи, поделиться благодатью, чтобы она вернулась старицей. Каледование – классический народный обходной обряд. К сокрытой традиции колдовства это имеет мало отношения, но зато это создает поле, из которого все мы выросли, наше коллективное бессознательное. Магия ведь возвращает нас к состоянию целостности, в котором жили наши предки, к состоянию, в котором мир воспринимается красивейшей и сложнейшей формулой сочленения миллиардов взаимосвязей. Все так или иначе связано со всем, а значит, от любого объекта можно протянуть ниточку к любому другому объекту. И магический обряд – это один из вариантов такой вот незримой нити Ариадны. Царь Алексей Михайлович, разумеется, сильно перестраховывался. Вроде бы и выступал он против суеверий, но с позиции сегодняшнего дня очевидно, что опасения его намного более суеверны, чем осуждаемые злополучным указом чужие деяния. Но не только царь-батюшка боялся темных сил. Обрядовых действий люди начали бояться
И того раньше, например, уже в XVI веке появилась и стала популярной молитва против злого сретения и лукавого ока. Вы же понимаете, раз возникла потребность в такой молитве, то это был распространенный народный страх. Боялись черноглазых, слишком пристально смотрящих, боялись найти под своей калиткой какие-то посторонние предметы. Вспомните знаменитую картину Репина «Мужик с дурным глазом», 1877 год. Кстати, интересное наблюдение. Верование это северное, а на севере у нас люди преимущественно светлоглазые. В старину жизнь человека зачастую была ограничена пространством его же родной деревни. Все чужое воспринималось потенциально опасным, в том числе и чужаки, люди, забредшие из других земель. Кто их знает, какую опасную южную магию принесли с собой эти темноглазые. Так что страх перед дурным глазом чисто психологически это вариант ксенофобии. И не стоит свысока умиляться наивности наших предков. Представление современного человека о своем и чужом, разумеется, намного шире. Интернет запустил безвозвратный процесс глобализации. Однако мы до сих пор сторонимся чуждого и считаем его опасным. Многие боятся цыганской магии. Посмотрит на вас уличная цыганка, тяжело посмотрит исподлобья, без улыбки, и на душе как-то неспокойно. А не беду ли мне пророчит, а не зло ли мне ворожит? Цыгане должно быть самый замкнутый этнос в Восточной Европе. Магия давно вышла в народ, однако вряд ли вы найдете в сети много информации о цыганской магии. Она как была, так и остается закрытым полем. Это не говорит о ее особенной силе, исключительно о ее таинственности. Но все потайное воспринимается нами особенно сильным и пугающим. Вернемся же к нашим ритуалам. Какие виды обрядов существуют в деревенском колдовстве? Во-первых, симпатическая магия, которую я уже не раз упоминала, это древнейшая, еще первобытная форма магии, которая ярко сохранилась в нашей традиции. Если мы проанализируем большинство заговоров, то мы увидим, что они часто строятся по принципу уподобления каких-то категорий. Ношение амулетов – это классика симпатической магии, когда сила предмета передается человеку. Во-вторых, так называемая трансмиссивная магия. Это когда мы переносим слова или деяния по ветру в сторону, например, врага. В-третьих, в нашей традиции мы имеем дело с так называемой контагиозной магией, когда мы работаем с тем фактом, что наша энергия остается на предметах, которые нам принадлежат. И заполучив частичку чьей-то энергии, мы можем влиять на человека. Деревенская магия этим очень активно пользуется. Это вся работа с биоматериалами. Трудно сделать приворот, если у вас нет физической частицы человека, на которого вы работаете. Волоска, капельки крови или иной биологической жидкости. Сейчас, кстати, выдам один секрет. Самый простой способ заполучить кусочек ДНК человека, который не настолько с вами близок, чтобы поделиться каплей крови, это обтереть салфеткой чашку, из которой он только что пил чай. Но вернемся к разновидностям обрядов. Отдельно хочу упомянуть о диктовке своей воли сверхъестественному помощнику. Таким ритуалам предшествует отдельная инициация, обретение подобного помощника. Им может быть бес или покойник. Покойник чаще всего ситуативный, а не постоянно привязанный к магу.